Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике мы разберем новое снаряжение, которое ждет нас в 7 сезоне. Разберем снаряжение, которое нам падает в бездне, что добавилось, что пропало, и также снаряжение, которое мы добываем уже непосредственно в данжах. Так что присаживаемся поудобнее, погнали! Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Начнем, пожалуй, с бездны. Тут у нас, в принципе, по легендарным сетам все без изменений. Все остается как есть. Получается, тень соловьиных крыльев у нас остается. Сет, который сейчас тоже доступен. Также сет алой атаки тоже у нас остается, который доступен сейчас. Потом самый такой юзабельный сет — это капюшон тайного ордена, который дает нам урон от щитов. Тоже остается. Так что, в принципе, все у нас тут хорошо. И что касается мификов, тут уже есть новые сеты. Из старых у нас остается ночная охота, что довольно-таки неплохо, довольно-таки мощный сет. Далее императорская клятва тоже у нас остается. В принципе, неплохо так заходит на арену. Еще получается у нас это старый сет, клятва древности. И новый сет — это паровая соната, то есть это единственный новый сет, который вообще добавился у нас в бездне. По легендаркам у нас без изменений, а тут вот новенький. Дает нам ускорение, когда мы используем абсолютный навык. Дает нам каждый раз 4 единицы ускора. И вплоть до 10 раз стакается. То есть, благодаря данному сету мы можем получить 40 единиц ускорения после использования 10 ультимейтов. Где это нам пригодится, в принципе, пока непонятно. Ну, дальше будет видно, уже когда начнутся боссы и так далее. На воронке, конечно, вряд ли, потому что там у нас все строго по таймингам. Вряд ли там прям так зарешает этот ускор, но посмотрим. Перейдем теперь к сетам, которые мы получаем непосредственно с данжей. Начнем с верхов. По легендарным сетам у нас остается, наверное, топ-1 по использованию сет. Это у нас сет кукольника на заливку. Далее у нас также священный охотник остается, стан-сет. Также сет, который мы чаще всего использовали на руки, это запрещенная защита, чисто из-за того, что тут в допах атака и шанс крит удара. Также сет лесной защиты остается, сет переплетения лозы. На скорость атаки мы его в начале всегда использовали на Тариволе. Ну и, в принципе, на вспомогательных героев неустрашимости. Также остается лесной гарнизон. И далее уже вижу что-то новенькое. Сет пылающего горна. Давайте рассмотрим поподробнее, что он вообще делает. Дает нам за комплект из двух вещей 20% атаки и 30 просвещенности. При сборке полноценного сета из трех вещей мы получаем каждые 5 секунд после начала боя дополнительный урон. Он у нас будет возрастать на 3%, вплоть до 10 раз, то есть до 30%. Это, кстати, неплохой такой бонус. Мало что нам дает 30% увеличения урона дополнительного. В принципе, за 50 секунд мы весь этот бонус себе настакиваем. Далее сет Откровение священной реки дает нам здоровье и защиту. Из трех вещей комплект дает нам эффект, когда носитель применяет лечение или накладывает щит, цель получает 1% к уменьшению урона, суммируется до 10 раз. То есть мы можем получить благодаря этому сету 10% снижения получаемого урона. Тоже довольно-таки неплохо для выживаемости. И также новый сет Протяжный крик Сервидинуса, знаю, кто это такой, дает нам здоровье и точность.
И при полном комплекте, при наложении ослабления или эффекта контроля, носитель дополнительно сокращает время действия всех текущих усилений цели на 1 секунду. Такое себе непонятное что-то. Тоже неизвестно, где нам такое пригодится. Может быть, где-нибудь там на слиянии или, возможно, на финалке, пока неизвестно. Но посмотрим по поводу реализации данного сета. И по мифическим вещам. В принципе, у нас остается сет на бессмертие, лунное сияние. Также охота за алой тенью. Сет, который, получается, вперед 20% атаки у союзника с самым высоким показателем атаки. Также остается у нас на дополнительный урон, ну, в плане просвещенности. То есть мы будем получать либо защиту, либо атаку, в зависимости от того, ближник у нас, либо дальник наш герой. Также сет, который раздает точность. Тоже мне, допустим, понравился данный сет. Главное, чтобы было на кого его поставить. А так, ну, на каком-то там горении, плюс у нас яд там вроде собрался играть, тоже, думаю, данный сет нам пригодится. И далее 2 новых уже предмета идет. Сет называется «Бушующее степное пламя». Дает он нам в начале боя за каждого союзного героя в том же ряду или колонке. Носитель получает, ну не колонки тут, скорее всего колонии имелось в виду. Носитель получает 40 единиц игнорирования защиты. Максимум попыток 5. Ну, то есть максимум 5 стаков. То есть мы можем игнорировать 200 единиц защиты, если правильно расставим наших героев. Я так понимаю, можно либо в ряд всех выставить, либо крестом. Допустим, ориентир брать на damage дилера, который стоит у нас, к примеру, по центру, и уже там по бокам там что-то как-то бафать. Сейчас еще посмотрим, что у нас там по низам. Так, и следующий у нас новый мифик. Песнь темной ночи. Фантазия барда. Дает он нам, если носителю не удается наложить ослабление или эффект контроля, немедленно проводится повторная проверка. Срабатывает не более 1 раза за 10 секунд. Такой перестраховочный сет, вот это, допустим, от разлома, к примеру, если там какая-нибудь Сакридея, допустим, пытается наложить разлом, и у нее, как обычно, там 50 на 50. Вот, скорее всего, данный мифик здесь будет нам помогать проводить повторную проверку. Посмотрим, как он в реализации. И перейдем уже к низам. В принципе, низа не будут отличаться именно что касаемо легендарных сетов от верхов, так как тут комплект из 3 вещей, поэтому их смысла нет сейчас рассматривать, так как это мы уже рассмотрели все на Гарпии. А вот по мификам тут уже есть интересные моментики. Сразу бросается в глаза новый сет, давайте с него и начнем. Называется сет умиротворения демонического глаза. За каждого союзного героя той же стихии носитель получает 3% к урону всеми стихиями. Если в команде есть 5 бойцов той же стихии, дополнительно дается 5%. То есть можно будет увеличить на 20% в итоге наносимый урон, если все 5 героев будут именно той же стихии. То есть 15 и 5 мы получим бонусом. На самом деле я бы не сказал, что это прям много так, потому что, во-первых, нам нужно, чтобы все герои были одной стихии, что довольно-таки сложно. Не у всех так получается. Тут у нас сразу как-то в голову приходит мысль только про ледяной взрыв и про ауру. Допустим, с остальными там уже проблематичнее. И насчет сетов, которые остаются. Тоже понравился нам сет. Это тот сет, который раздает атаку и защиту. Тоже довольно-таки неплохо, что он остается. Также сет на баф получаемого урона от дебафов. Смертельный вихрь. Также удар вихря остается. Тоже хороший сет. Проклятие падшей души. Вот этот сет мне больше нравится. Тем более, если мы накладываем много дебафов, можно увеличить урон на 25%. И не обязательно иметь при этом героев всех именно с одной стихии. То есть дает больше, поэтому как-то более к нему склоняюсь, нежели к вот этому новому сету. Также сет на повышение просвещенности, проклятие крови, сет на атаку, запись о смерти, ну и куда без него, удар из-под тишка, точная расправа, самый такой юзабельный сет, так как дает больше всего прибавку к урону. Ну и сет на щиты, то есть по поводу щитовиков у нас получается и мифик остается,
и легендарный сет. Также, как я сразу заметил, допустим, торговец самоцветами, все, его больше нету. Так что в любом случае придется юзать именно сет, который от щитов. В принципе, все разобрали. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал. Ссылки все в описании. До скорых встреч. Всем пока.